Привет, друзья! Сейчас последние послеобеденные новости Европы. В Германии федеральное правительство Мерца решило урезать финансирование Федерального счетного суда, то есть органа, который следит за расходами федерального бюджета канцлера Фридриха Мерца. Эксперты отмечают, меньше аудиторов может вызвать вопросы о том, как будут контролироваться расходы федерального бюджета Германии. Одновременно в мире экономики тревога приходит из Китая. Деловая активность остается слабой, компании сокращают производство и инвестиции падают. Для Европы и Германии это значит, что привычные цепочки поставок могут измениться и оказать заметное влияние на экономику. В технологической сфере Германия готовит масштабный проект. Две немецкие компании Deutsche Telekom и Schwarz Group планируют создать центр обработки данных для искусственного интеллекта. Этот шаг может изменить положение Германии на европейском рынке технологий и сильно повлиять на будущее искусственного интеллекта. И еще в авиации возникла важная новость. Несколько тысяч самолетов Airbus A320 получили требование обновить программное обеспечение. Своевременное вмешательство компании позволило избежать проблем с рейсами, но ситуация уже вызывает тревогу среди экспертов по авиационной безопасности. Появляются и первые осторожные сигналы по экономике Германии. Сегодня правительство Фридриха Мерца и эксперты обсуждают возможности стимулирования роста и проведения реформ в экономике, включая и новый пенсионный пакет. Но остаются вопросы о том, сможет ли страна выйти на устойчивую динамику при таких разногласиях в правящей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ. И еще одна важная новость: на автомобильном рынке Германия встречает нового игрока. Китайская компания Geely запускает новый бренд электромобилей Zeekr, что создает новую конкуренцию для местных немецких автопроизводителей. Обо всех этих последних главных событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии федеральное правительство Фридриха Мерца решило урезать финансирование Федерального счетного суда. Да, именно того самого органа, который следит за тем, как тратятся деньги налогоплательщиков федеральным правительством канцлера Мерца. Озвученная причина – это экономия. Но получается парадокс: сокращают тех, кто должен проверять перерасход трат правительства Германии, в то время как число чиновников и общий бюджет растут. Эксперты отмечают, меньше аудиторов может привести к большему числу ошибок и сложностям с контролем расходов. И такие шаги вызывают вопросы о приоритетах федерального правительства при контроле этих расходов. В то же время в Германии разгораются дискуссии, можно ли экономить на контролерах, когда сами расходы растут, и чем это обернется для простых граждан. Следующая новость – одна из самых важных в мировой торговле. В Китае деловая активность остается слабой. В ноябре индекс производства PMI составил 49,2%, а это, внимание, ниже 50%, что означает сокращение производства уже в 8-й месяц подряд. Кстати, не только производство, но и сектор услуг Китая показывает аналогичную тенденцию. Индекс упал до 49,5 пунктов. Причина спада – это кризис на рынке недвижимости и снижение заказа на экспорт. Многие компании сокращают производство и рабочие места, инвестиции падают. Эксперты предупреждают, что такая слабая промышленность и сервисы могут замедлить экономический рост страны. Но для мировой экономики это важно, так как Китай остается крупнейшим производителем и потребителем. Если спад продолжится, это может ударить по цепочкам поставок и повлиять на цены на товары по всему миру, включая Германию и Европу. Следующая новость связана с обсуждением стратегического курса самой Европы. В Германии две крупные компании Deutsche Telekom и Schwarz Group, которая владеет сетями Lidl и Kaufland, планируют построить огромнейший центр обработки данных для искусственного интеллекта. Этот проект называют одним из крупнейших в Европе. Schwarz Group уже строит собственный центр в Любенау, в Бранденбурге. Здесь разместят десятки тысяч мощных графических процессоров NVIDIA, необходимых для обучения и работы современных моделей искусственного интеллекта. Deutsche Telekom хочет объединить усилия с Schwarz Group, чтобы создать еще более масштабный гигацентр и подать заявку на поддержку Евросоюза. Почему это важно? Такой центр позволит Германии самостоятельно обрабатывать огромные объемы данных, создавать технологии искусственного интеллекта дома и не зависеть от зарубежных компаний. Эксперты считают, что проект может усилить технологические позиции страны и стать важным шагом для цифровой независимости всей Европы. Постройка центра – это не только бизнес, но и стратегический проект для Европы,
который показывает, что Германия стремится быть лидером в области искусственного интеллекта. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В мире авиации возникла серьезная тревога. Около 6 тысяч самолетов Airbus A320 нуждаются в срочном обновлении программного обеспечения. Причина – это потенциальный сбой в системе управления, который требовал оперативного внимания специалистов. Инцидент впервые появился еще в октябре 2025 года, когда солнечная активность вызвала перебои в бортовой системе на одном из самолетов. Это потребовало оперативного обновления программного обеспечения. Именно поэтому авиационные власти и потребовали немедленного обновления ПО на всех А320. Это хорошая новость для пассажиров. Благодаря быстрым действиям Airbus и авиакомпании большинство самолетов уже получили это обновление, и рейсы восстановлены, хаоса в расписаниях удалось избежать. И это только начало. В Германии появляется осторожная надежда на экономический рост. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году валовой внутренний продукт ВВП страны может увеличиться на 0,9 до 1,3% после нескольких лет слабой динамики. Канцлер Фридрих Мерц и его правительство планируют стимулировать экономику через инвестиции в инфраструктуру, оборону и цифровые проекты. Дополнительный рост может дать строительство, транспорт и государственные заказы, которые увеличивают спрос на товары и услуги. Однако аналитики предупреждают, рост будет неустойчивым. Основные проблемы остаются – это высокая нагрузка на бизнес, дорогая энергия и слабый экспорт. Даже с государственными вложениями экономики Германии предстоит находить баланс между стабильностью и замедлением роста. Таким образом, для немцев это значит, возможно, больше рабочих мест, новые проекты в строительстве и сервисах, но сильного экономического бума пока не ожидается. То есть 2026 год может стать годом осторожного восстановления под руководством канцлера Фридриха Мерца. А дальше еще важная новость. В Германии китайская компания Geely запускает продажи электромобилей Zeekr. Это первый шаг на немецкий авторынок для нового бренда, который может усилить конкуренцию для BMW, Volkswagen и Mercedes. Эксперты предупреждают, Zeekr предлагает электрокары по доступной цене и гарантии батареи на 8 лет. Уже сейчас компания ориентируется на корпоративные автопарки и лизинговые фирмы. Если спрос вырастет, немецкие автопроизводители могут столкнуться с усилением конкуренции и изменением ценовой политики. И важно здесь отметить, что для Германии это касается не только бизнеса. Расширение присутствия китайской компании в сфере электромобилей может изменить долю рынка местных брендов и повлиять на стратегию всего производства. Для отрасли, да, это серьезный вызов, а для потребителей это шанс приобрести доступный электромобиль. При этом местным производителям придется адаптироваться к новой конкуренции. Сам канцлер Фридрих Мерц и правительство следят за этой ситуацией с обеспокоенностью, так как рынок электромобилей становится стратегическим важным для экономики Германии и Европы, и новые автомобильные игроки, особенно из Китая, создают дополнительное давление на местных производителей. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.